Изолента Лайф. Доброе утро, с вами Изолента Лайф, меня зовут Петр Лидов, со мной мой бессменный соведущий, вернее я, конечно, его соведущий, Трофим Татаренков, главная звезда нашего эфира. Вот с 9 сегодня до 12 мы будем с вами обсуждать наболевшее, насущное, интересное, ну и, собственно, не только вдвоем, конечно, и не столько вдвоем, сколько с нашими гостями. И первый гость у нас прямо из Донецка. Напрямую включается корреспондент РИА Новости Андрей Казаков, который работает там уже. Сколько времени, кстати, Андрей, вы там работаете? Чуть больше месяца. Чуть больше месяца, ну это прилично. Доброе утро. Ну давайте начнем с общего. Как обстановка, где вы были, что видели за последние сутки? Рассказывайте. Обстановка, скажем так, тревожная. Но есть хорошие новости. Во-первых, поток беженцев из Мариуполя, который несколько дней назад, даже несколько недель назад, он еще был очень таким тоненьким ручейком, там буквально 10-15 человек в сутки выходило. Это для такого огромного города вообще ни о чем. Сейчас беженцы выходят массово, имеют возможность покинуть город, где идут городские бои, где идет зачистка. В населенном пункте Безыменное, где мы часто бываем, находится пункт МЧС, где беженцев оказывают им первую помощь, их перенаправляют в больницы или в другие палаточные лагеря МЧС. Вот там сейчас около 5000 человек, довольно большая колонна, там автомобили из Мариуполя. Вот, пострадавших отправляют в больницу в Новоазовске, а затем они отправляются уже на Россию, то есть Ростов, Таганрог, там их принимают. Вот. Если говорить о боевых действиях, о линии фронта, ну, самое жаркое место сейчас это здесь, на южном участке, это, конечно, Мариуполь. Там идут городские бои. Недавно был взят под контроль аэропорт мариупольский. Ну, соответственно, ранее освобожденные населенные пункты вроде Волновахи, сейчас там идет разминирование, города постепенно приходят в себя, насколько это возможно, люди так оживают, выходят из укрытий, улицы очищаются там, от стрельных гильз, от сгоревшей техники и так далее. Ну и продолжаются, к сожалению, такие перманентные, практически ежедневные обстрелы Донецка, Киевский район, Кировский район, Петровский район, пригороды Донецка, Докучаевск и так далее. Там вот идут такие артиллерийские дуэли, к которым дончане уже, к сожалению, за эти 8 лет привыкли. Вы вчера были в Волновахе, судя по вашему репортажу, и там обнаружили довольно интересные материалы. Можете рассказать об этом? Материалы, которые обошли вчера все новости по поводу подготовки этих самых украинских бойцов. Да. Собственно, вчера мы с коллегами приехали в Волноваху для того, чтобы посмотреть, как идет очистка города от мин, от остатков эхо войны такое свежее. И нашли несколько домов, где были украинские позиции. То есть позиции бронебойщиков, если говорить по-русски. Там несколько двухэтажных домов, они выстроены в линию на улице Центральная. И во дворах этих домов мы обнаружили множество, скажем так, коробок, переносок от знаменитых, теперь уже знаменитых, противотанковых комплексов английских НЛО. А в самих домах, на первых этажах, в квартирах были оборудованы огневые точки. Ну, там были мешки с песком, бойницы сделаны в окнах. То есть там были украинские позиции. И множество сброшенной формы украинской. То есть они когда отступали, переоделись, видимо, в гражданку и ушли. А между домами мы нашли, ну, это сложно, наверное, назвать в полном смысле тайник. Наспех один из военнослужащих ВСУ закопал свои документы.
Среди прочего, там сертификаты о прохождении подготовки у британских военнослужащих, какие-то тактические схемы и так далее. Вот, собственно, могу сейчас продемонстрировать фото этого военнослужащего. Сейчас, секунду, мы уберем из эфира видео. У нас здесь сейчас видео идет. Сейчас закончится. Да, вот сейчас, ага, можно. Вот, это вот некто Борис Казарян, согласно документам. Это сержант или младший сержант, или сержант украинской армии. А вот его сертификат о том, что он прошел подготовку. Вот здесь сказано, что он прошел оружейную подготовку, медицинскую, ориентирование на местности, действие в составе группы, Union Jack, союзный ГЮИС Великобритании, и герб Королевского военно-морского флота. И подписи. Вот, собственно, полковник М. Эванс, Майкл Эванс, видимо, полковник британских вооруженных сил британского. В общем, служит британской короне, таким вот образом готовит вот таких бойцов. И, собственно, как мы предполагаем, с ПТУРом НЛО обращаться не так уж просто, нужно иметь определенную подготовку. И вот мы видим человека, который эту подготовку, очевидно, получил. И рядом мы находим множество этих комплексов. И что интересно в этом документе, что датирован он ноябрь 2018 года, то есть 4 года назад. 4 года. Как мы знаем, поставка летального оружия на Украину стран-членов НАТО началась в конце 2021 и в начале 2022 года. Конкретно ПТУРы НЛО вот, поставлялись в это время. До этого мы о них не слышали. Но подготовку кадров, в данном случае бронебойщиков, страны-члены НАТО на Украине вели еще 4 года назад. По-моему, все очевидно. Да, вполне. Слушайте, а вот вы говорите, вот интересно, вы говорите, что в Волновахе уже идет расчистка, уборка улиц и так далее. Вообще, вот как быстро такой процесс начинается? Потому что, когда смотришь на эту всю телевизионную картинку или ваши репортажи, ну, кажется, что это вообще невозможно не расчистить, не убрать. Там такие огромные, то есть улицы, дома все сожженные, разрушенные, техника, все там разбросано, валяющие же и мины, наверное, где-то, и какие-то там, я не знаю, гранаты и прочие опасности. Ощущение такое, что чтобы там порядок хоть какой-то минимальный навести, уйдут годы. А как на самом деле дела обстоят? Насколько быстро вот люди начинают пытаться приводить жилье, быт, там, свой образ жизни в обычное состояние? Или это долгий процесс все-таки? Ну, начинают люди возвращаться к нормальной жизни, приводить свой быт, как вы сказали, в нормальное состояние довольно быстро. Мы слышим сейчас, что многие мирные жители возвращаются в свои дома чуть ли не спустя несколько дней после освобождения этих городов. Что касается Волновахи, действительно процесс длинный, там были тяжелые городские бои, множество техники, но такая зачистка, она проводится в несколько этапов. То есть сначала проходит первичная какая-то зачистка, то есть саперы, они убирают именно оружие, мины, очевидное, да, то, что лежит на поверхности. Затем уже там, второй этап. Сотрудники МЧС уже более тщательно проводят, то есть берут локацию, оцепляют ее, проходят с щупами, с миноискателями, это все извлекается. Потом будет еще, конечно, этапы, потому что на позициях, например, много можно до сих пор найти остатков там, БК, боекомплекта, где-то что-то спрятано, вот как вещи, которые мы нашли. Но учитывая, что Волноваха была освобождена
приблизительно, по-моему, неделю, дней 10 назад, то темпы довольно хорошие. Люди действительно, мирные граждане, выходят, они начинают сами что-то вроде таких мини-субботников устраивать, как-то разбирать эти завалы. Все же хотят вернуться в нормальное русло. Война никому не нужна. Естественно, мирным жителям тоже. Ну, будем надеяться, что война в ближайшее время отступит из тех мест. Как вы считаете, продвижение насколько, как вы оцениваете продвижение войск? Или люди, с которыми вы общаетесь, вы же там или люди, с большим количеством людей, с военными, кто видит эту ситуацию. Как известно, городские бои – это самые сложные в современной военной науке, военные действия. Если говорить о Мариуполе, там сейчас такая очень тяжелая фаза. В первую очередь это связано с тактикой, которую выбрали батальон Азов, нацбаты, ВСУ Украины. То есть они прикрываются мирными жителями. Причем все беженцы рассказывают одно и то же. Тактику поведения ВСУ и нацбатов. Людей загоняют в подвалы домов, не дают оттуда выйти, подгоняют к этим домам тяжелую технику, например, устанавливают минометы, ставят какие-то САУ, наносят удары по позициям ДНР и вооруженных сил России, и технику мгновенно оттуда отводят. Ответка прилетает в эти дворы, по этим домам. Соответственно, страдают мирные жители. Это раз. При таком подходе очень тяжело, естественно, военнослужащим ДНР, ребятам нашим, армии России, там работать. Когда весь город взят в заложники. То есть такой огромный Беслан, огромный Нордост получается. Кроме того, все беженцы из Мариуполя рассказывают, что они ничего не слышали о гуманитарных коридорах. То есть от них скрывают. А так как связи, электричества в городе нет, им неоткуда получить эту информацию, они просто не знают, что из города можно выйти. И более того, военнослужащие украинские рассказывают им какие-то бредни о том, что выходы из города заминированы, что ДНРовцы и россияне их либо расстреляют, либо отправят в какие-то концлагеря и так далее. Поэтому эвакуация так долго не могла начаться. Но я думаю, что сейчас, по мере освобождения, квартал за кварталом, дом за домом Мариуполя, это все интенсифицируется. Как я уже говорил, уже взят Мариупольский аэропорт, левый берег города, по последним данным, был освобожден. Но специфика городских боев в том, что линия фронта очень подвижна, может за ночь все меняться. Поэтому так сложно все идет. Однако, учитывая сложность поставленной задачи, продвигаются и войска ДНР, и армия России очень быстро, очень здорово, насколько это возможно в сложившихся условиях. На данном театре военных действий. Понятно. Андрей, спасибо вам большое. Берегите себя. Я уж не знаю, что вам. Хорошего дня, наверное, надо пожелать. Удачного, хорошей, нормальной работы. И главной безопасности. И, конечно, быстрейшего, скорейшего завершения этой командировки в том смысле, в которого мы все ожидаем. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо за то, что к нам присоединились.